with Binding of Isaac, and it's really nice to see it played. Shouts to all the devs and runners. Have a great week. And now we are ready for StarTropics featuring the Tantalus. Итак, сейчас StarTropics и The Tantalus будет спидранить. Игра на NES 1990 года. Честно, это не Зельда. Даю. Добро пожаловать. А вот и деликатес, да. Нам быстренько представят задник, так сказать. И, я так понимаю, Бананас выиграл. Одним прекрасным летним днем на острове. Вот мы и поехали. Даже не хлопали. Alright, StarTropics on the NES, made in 1990, made in Japan by Japanese. Короче, много диалогов. Обычно самый первый диалог, который он встречает, это «Здравствуйте, мы в таком-то городе». Почти в в двух городах мы встретим Тян, который скажет «Я красавица из 90-х», и не правда ли я красивая. И во многих городах мы сможем поговорить с, так сказать, чиф, предводитель, что ли, деревни. И он рассказывает нам, что нашего дядю, к которому мы приехали на каникулы, нам 15 лет, by the way, нашего дядю похитили, и мы должны хранить это в тайне, чтобы никто нас, чтобы наша деревня не распугалась, не разбежалась. И он говорит, отправляйся в пещеру, и удачи, в общем, найди дядю. И это у нас сестра шамана. Ничего полезного нам не говорит. Впереди ждут монстры. И так начался твой тест на смелость. Движения в данжах очень, так сказать, оптимизированные. Я перевел так много текста, и оказалось, что он не сильно нужен, ну да ладно. Но хотя бы общую картину вы поймете. Тут можно атаковать, пока прыгаешь. Не знаю, что еще полезного можно сказать. Есть некоторые обилки, которые мы не поднимем. И будем пробегать игру как можно быстрее. По-моему, эта игра уже была у нас на ГДК, но я не помню на каком. Это не дядя, это пацан, ему 15 лет. Мы пытаемся спасти дядю. Кстати, by the way, чтобы побеждать монстров, мы используем ее. И мы используем ее, потому что мы первоклассный питчер. Это, если что, подающий в бейсболе. И именно поэтому нам дают йо-йо и говорят, что ты справишься. Это не простое мое йо-йо, а магическое, с особыми способностями. Что-то такое себе, короче. 12 by the way, да. Нам не могут дать оружие, нам не могут дать кровь, поэтому 12 by the way. Кстати говоря, это очередная игра, в которой присутствуют инопланетяне. Музыка изменилась. И скоро босс. Это прикольно, как здесь меняется музыка. Она действительно напряжная. И мы просто не везет, или я не очень не понимаю, что происходит. Мы можем проскочить сквозь босса, когда он атакует нас. А это его скелет. Это что-то типа глюка. Да, хорошо нам дали мисс Спиннер. Не резетайте. Сама игра просит нас резетать как можно меньше. Тут мы встретим Бабу, это ассистент нашего дяди. И он дает нам 4 цифры кода, угадайте какие. Memorize the ID code. Жалко, что... Кстати,
Не жалко даже. Это классно, что в этой игре нет необходимости запоминать цифры. Игра сама запоминает цифры. Это удобно. Итак, вот мы поговорим с роботом, введем супер ID-код из 4 цифр. И двинемся в наше путешествие. Как первый эпизод закончился, второй эпизод — дельфины. Мы двигаемся дальше в нашем путешествии и встретим дельфина. Оказывается, на нашей субмарине есть переводчик, и мы понимаем, что дельфин просит нас, дельфиниха, это дельфиниха, и она просит нас спасти, или точнее найти ее сына. Приходим в одну из деревень, ну, так сказать, в один домик, зашли в домик, тут нас никто особо не ждет. Я не знаю, зачем он разговаривает с таким количеством NPC, но нужно. Похоже, что надо. Вот он объясняет. Короче, бутылка не появится... Бутылка, короче, не появляется, пока не поговоришь с Тян. Вся причина бутылки в чем? Тян. Есть Тян, нужна бутылка. Нет Тян, нужна бутылка. В общем, сами понимаете. В бутылке очередной четырехзначный код. Наверное, не тот, который первый, но он все еще четырехзначный. И мы приобретаем способность нырять. Ура. Нас ждет еще один данж. Пожалуйста, не резетайте. Don't reset. So Dungeon 2, this is probably the easiest dungeon in the game. We're gonna get moving, but unfortunately the boss. Чем мне нравятся вот эти вот рыба-монстры? Они следуют за тобой до конца. Это не какая-то неудачная Dark Souls, где с тебя спадает агро. Эта рыба бежит за тобой до самого конца, и она... Nice following, короче. Вы смотрите, вам кажется, что она исчезла, но на самом деле она вылезает и двигается за нами. Вот это кодинг! Вот это кодинг! Мы подождем цикла. It will increase your hearts just like Zelda's would, but the difference is that we don't have time to pick those up, and the game will give it to you anyway when you complete the chapter. So there's no reason to. Многие вещи нам не нужно поднимать. В принципе, все вещи, которые нужно нам поднять, они будут на нашем пути. Right, and that's why there really hasn't been any other categories than any %, because все бонусные вещи, которые вы находите, здесь ничего нам не дают особо. Поэтому нет смысла в 100% категории или какой-то другой категории. Как-то так. Это что-то типа мини-босса. Он нам мешает пройти, но в целом так тоже нормально. Я заспидранил эту игру, Капа. Я перевожу его отчасти, и я подготовил перевод всей игры. К сожалению, у этой игры нет текст-дампа. Эта игра вроде бы ничего, так сказать, на мой взгляд. Но почему-то у этой игры нет текст-дампа. Мне очень жаль, и пришлось пересматривать спидран и прожимать миллион раз паузу, чтобы прочитать весь текст, который мы найдем на пути. И перевести его, соответственно. Я почти перевел, осталось там буквально 5 или 10 минут от спидрана. Вот еще один босс Squid. Нам нужно, чтобы он перестал стрелять и подплыл. Мы используем двойную заморозку. Просто потому что не очень удачно получилось. Не вовремя он подплыл к нам. Вот так вот Squid кончается. Очередные тентакли, очередные инопланетяне. Мы помогли дельфину. Ура.
И наш дядя, мы узнаем из бутылки с письмом, что наш дядя был похищен инопланетянами. Опять инопланетяне. Мне какая-то... Просто все игры, которые я взял, почти все связаны с инопланетянами. Нам объясняют технику, что если вы получили урон, то вы не можете быстро атаковать. То есть пока вас не атаковали, пока вы не получили урон, вы можете быстро атаковать. Просто мешать кнопку и делать урон. Вообще говорит, что есть и ритм, но в принципе мешать тоже нормально. Итак, мы закончили с эпизодом номер 2. Нас просят не резетать. Do it power off or reset. И как вдруг мы плыли, настала ночь, и шторм на нас налетел. Просыпаясь утром, он обнаружил обломки субмарины. На удивление, погода была замечательная, и дальше придется идти пешком. Вот мы добрались до эпизода номер 3. Ну, тут начинается игра, так сказать. В принципе, если вы прошли третий эпизод, то вы сможете пройти все остальные. Спасибо, что здесь нет рандом энкаунтеров. Хороший старт, хороший рисунок. Птицы могут ходить куда захотят, и будем надеяться, что птицы будут с нами кооперировать. Да, нормально. Ой-ой, это очень плохо. Так, и умереть недалеко. Он будет осторожно теперь играть. О, хорошо. О, это было очень близко. Он мог умереть. Это, кстати, тоже очень опасная комната. Нам придется поднять сердца, которые обычно мы не поднимаем. Вот здесь вот. That's use of the hit over two different columns there, because that dodo can go in various places because it has some random movement. Это, я так понимаю, была так что темная комната, я проморгал ее, но дальше мы будем встречать темные комнаты, где нам нужно будет запоминать, куда идти, я так понимаю. Потому что я не видел каких-то других результатов. О, молодец, ты справился! Только не резетай. Здравствуйте, вы попали в Мираколу. Отличный город Миракола. Почти все города здесь оканчиваются на колу. Мы поговорим с моряком. Привет, я былой моряк. Говоришь, разбился? Я бы сходил с тобой, но у меня морская болезнь. Спасибо, говорит бывалый моряк. И, в принципе, мы тут встречаем еще одну мисс Миру 90-х. И мы выбираем Миру номер 2. И она говорит: о, да ты честный, да еще и красивый, еще и милый. Куча похвал. В этом городе случилось несчастье. Главная дочь, точнее, дочь вождя заболела. Нам расскажут печальную историю. История такая, что падали звезды, был звездопад, и звездопад на этих островах ассоциируется с несчастьем. И его дочь Бананя, Бананетта, я назвал ее Бананя, наверное, Бананя более понятно, заснула, и она спит уже где-то год. И чтобы ее разбудить, внимание, нам нужен ВД. Мы отправляемся в горы за Вич-доктором, который знает магический спелл и исцелит Бананю. Вот в обместку он починит нам корабль. Как-то так.
but everybody else, and the person who refills your health. A lot of these villages have health refills, but again, we don't have time to get those, so we're just gonna move on. The health refill in this game is extremely slow. Нет, не ВД, Хермит. Speedrun as we get later on. Ну, в принципе, не сильно большая разница. You may notice that a lot of times they refill your health, or Что Хермит, что you ВД. have full health at the end of a chapter, and then next chapter you start with 3 hearts. And my wife said, "Why do they refill your health if they're just going to put you back to 3 hearts?" And I said, "That's a really good question." That's a great That question. is a great question. Каждый данж начинается с 3 StarTropics 2, хп. they don't do that. No. You start in full health. All right, so we're going to try to do a double jump there. There we go, got it. I don't like to damage boost those snakes. Простите, не ВД. Now, when you had the W's, did those do more damage or is it just range? И очередная темная комната, мы ничего не видим. Я так понимаю, нужно все запомнить. Да, он видит, но он двигается вслепую. They're just ranged yo-yos. Достаточно скилловая игра в этом This is a смысле. fun room to learn. Yeah, so there's a couple rooms like this that are completely dark, and you just have to do it. Вообще, игра дает Actually, вам the tools in that room, so you just find your way through the dark by возможности knowing, like, понять, что what куда, the range is. но Like, the snakes that are all этих there, возможностей немного. are all within range, but Хермит, there are only one отшельник, of them примечание can be переводчика. Ну range. что ж, That's how you're я не буду figuring out переводить, how to что get такое there. хермит. Мы все знаем, что такое Promise me. хермит. Oh, I always go for it. Hello? All right. Can we get the other? We're gonna try to do a perfect pivot here. Эти данжи Oh, we got it. больше Got it. похожи на данжи Зельды, Yeah, I но always go for that. One more, более I'll go for it. медленные, так сказать. That's basically you're saving 4 frames at the cost of about half. a Он second. только что сохранил 1 секунду, и So, они right все there, такие, I'll explain о, what happened. как мило. A lot of people used to wait for those fireballs, and we don't have to anymore. The reason is if you hit a switch, and Full Code came up with the strat, if you hit a switch, that opens a door. You actually don't want to turn and face the other direction. That's what seems like it would be the fast thing to do. You actually want to stay the direction you're facing and then buffer your jump the other way, which actually make it so you don't have ending lag on wherever you land and walk. So before, if you jumped off, you would have landing lag and those fireballs would catch you. But with that strat, you don't have to. Дальше нас ждет босс Магма. I forget Кстати, what the самый boss простой was. босс. Все, что нужно сделать, It's a very это specific разбить movement. I might have been коннекшены wrong. между... Let's see. Ooh. Не то, что между, а просто Check. разбить коннекшены. So you actually И он fight this утонет. boss, you just Отличный sit in огненный water, босс. and why there's a place full of lava and his room is the only room with water in it, I'm not sure, but And why he's placed there. Yeah. why he had bricks to disable him. Yeah. We're not going to really question the Yeah. intelligence of these bosses. We're just going to keep moving. Он не попадет в эстимейт, наверное, только если умрет. Так что, думаю, проблем не будет. Like many other bosses, he's killed by his own hubris. Огненный босс в пещере с водой, да. Logic. So that's 3-2, the second dungeon of chapter 3. Вау! We're gonna do Ну a ты little bit of, справился! sequence Только нельзя этой break. The game консоль. allows you to do it, which is very rare for this game. Despite you knowing the answers to problems in this game, you usually can't trigger the solution unless you've talked to a specific person or proceeded to a specific area. That castle right there, Мы it's called Sheikah. We're зайдем gonna be visiting it in a little while, but we don't have time to do that right now. в Go замок, ahead который and мы skip past только что it прошли. and go Но ahead сначала нам and нужно зайти на кладбище. chapter, which is, Ае! in my opinion, the Как же toughest без chapter. кладбища в такой Toughest chapter замечательной in the игре? game. I don't know what you guys think, Darkwing. 7-1. Э, Поставить оценку этому уровню и ставить где-то 7 из 10. Yeah, I mean, Except one. Yeah, 7-1's Uh, fine, but, I- right. Да, казуальное So here прохождение we займет go. So некоторое this is время. the ghost dungeon. Alright, that's Рандомная немножко пещера, но в принципе нормально. I'll take it. And there's a lot of things that are going to go on this chapter. These little bone dogs, they're pretty quick. Hopefully they're not on the same square. They're not. So Да, that's good. спуки, And, скери левел. There's going to be some invisible ghosts that we're going to have to dodge around. Как вы видите, есть So hopefully we'll get разные входы и some выходы. mummies that are very strong. И This room has invisible ghosts in it. There's an Да, item that'll let you see поэтому those казуальное ghosts, прохождение but, заняло бы очень много we времени. don't really have time to see them. We're only going to see the ghosts that we have to see. I always thought that those dogs that you killed at the beginning there were just like the village's family. Нет, business. мумий тоже есть. Опасное кладбище так. So right there, that treasure chest is a magic wand to see the ghosts in this room, but we're going to try to walk around.
I don't really have a strat. I just wing it. В этих комнатах есть призраки, So you can still run into them? спуки. Yeah, that was good. I was gonna say, you look Я не думаю, что, I что don't really старые have игры like a, детские. like, oh, I know В смысле the того, что name они of просто this, I just старые, wing it. Yeah, и that's how I play it. игры раньше делались для Look взрослых. how I do it. Yeah, same, except I usually fail it. And there's one right there. That's why we jump there. It's There's moving, another that one. one's moving, so. И поскольку здесь есть призраки, нам покажут их позже, нужно осторожно двигаться. Паренек не умеет диагональ, да, это главная разница между Зельдой, я бы так сказал. Но, да, я считаю, что почти все старые игры, они для взрослых. Они, во-первых, сложные, во-вторых, имеют подтекст. Вот одна из самых страшных комнат. Ну, если вы знаете ее наизусть, в принципе, ничего страшного. Oh my gosh, they provide you a light to solve the room, but we don't have time to wait for the light, so we're just gonna keep moving. And that looked like I knew what I was doing, and while I did, that doesn't make it any less scary. So bad luck. So this is a backup strat here. Stand here. Нам не очень повезло. Нам зарандомился еще один пацан. А нет, мы просто его не убили. Мы взяли его в 2 цикла. В 3, а надо было в 2. Кто ты? Экзорцист? Воин? Лучник? Или маг? Напиши в чатик. Напиши. Coming up to a point here where this game is weird in that there's a little bit earlier in chapter 1 where you saw it. Вот и возможность видеть призраков. Если мы замораживаем время, то мы видим призраков. Вот эти комнаты, где он замораживает время, нужно... Да, их нужно уничтожать просто потому, что мы не пройдем дальше иначе. Дверь не откроется. Good for fun for speedrunning. You also have to pick up the special item. If you miss this, you can't proceed. Yeah, you have to die and restart. Если бы сейчас он не убил призраков, то ему пришлось бы резетать. У нас есть зеркало. Зеркало каким-то магическим образом отражает магические пули. Нам нужно найти правильного зомби, по-моему. Нет, это не очень хорошо. Или всего 4 зомби? Не, наверное, 4 зомби. Блин, они его закомбили. Ну, я думал, сейчас начнется спам. Там обычно спамят, типа, способности, как вот там крестик плюс Woodface плюс крестик. Это типа, как его зовут? Это не паладин был? Это клерк, по-моему, был. Ну, ясно, вы не умеете в мемы. Ну, очень жалко, очень жалко. Дядя будет в конце игры, это будет через 40 минут. Вот и наш босс. Нам не очень везет, он просто уворачивается. Посмотрите на этого босса. Доджит, мансит. Мансы, танцы. Оп-оп. У нас как бы мало хп, и мы не можем быть сильно агрессивными. Оп, давай. Он ускорился, он не застанвочил его. Но, да, нормально. Но это было долго, где-то на секунд 15 дольше, чем хотелось бы. I needed to come out of this dungeon with 2 hearts, and because we're going to get a weapon power up, this is the last dungeon where we have to do. Это последний данж, где мы использовали простое йо-йо. Дальше мы будем использовать магическую палку. Почему-то она атакует так же, как йо-йо. And that is absolutely required. If I don't, I'll lose a lot of time if I don't have the shooting star. So. 3-5 has a lot of enemies that take a lot of hits. Да, бой был клатч был. Yeah, it's double damage. Отлично, ты справился. Не забудь не резетнуть. О, смотри, кристальный шар.
It's a very unique village. If you haven't figured out by the А, name, it is, Город Шикола, или точнее замок Шикола, переводится как Анна-Кола и означает, что там живут только особи женского пола. И нам никак не попасть в этот город, но мы можем наведаться к колдуньи на заднем дворе, и давайте посмотрим, что произойдет. Well, it's Amazonian warriors. That's the stereotype, right? So back here is fortune О, дорогой, у тебя мой шар. Отдай, будь добр. Я снова при делах, ура. Я знаю, что тебе нужно, давай, я тебе помогу. With pigtails and all. Ты выглядишь смешно, но за девку сойдешь. В общем, мы превратились в трапа. Don't say brutal magical kill. А еще она нам погадает. И всякую фигню скажет неинтересную. Мы отправляемся к королеве. Я королева. Я слышала про драки на кладбище. Это ты справилась? О, супер девка. И как же тебя зовут? Мишель. Мишель меня зовут. Вызывай тебе к Хермиту? Да, мне к Хермиту. А что это у тебя голос такой странный, сильно мужской? И мы кашляем, и она говорит, что мы просто приболели. Так что, в принципе, нормально. Нас просят зайти к военачальнице. Мы болтаем, узнаем секретный код, как пройти, и уходим. Ты все, напревращался, больше не трап? Отлично, можешь быть мальчиком. Пока! Все, что нам нужно сделать, чтобы пройти здесь, это 10 раз прыгнуть на месте и сказать «Абракадабра!» It is, in fact, 2 tiles long. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Абракадабра! Сработало! Магия в прямом эфире. И нам нужно 6 сердец, чтобы использовать... Как это называть? Это было очень плохо. Чтобы использовать магическую палку, нам нужно 6 хп. Но мы потеряли только что одно, и мы потеряли возможность использоваться магической палкой. Ну, нам, в принципе, просто нужно восполнить хп. Магическая палка наносит в 2 раза больше урона. Это, наверное, просто очень нужно нам. Разница опять 4 секунды. Ну, простите. Ну, простите. The enemies in this chapter I'm in really that particular sorry. dungeon have a higher drop rate of hearts than the rest, as well as some of the first rooms in this next one. But if we don't get it there, then we're just gonna have to wait till we get hearts later in that dungeon. Yep. So it's just a time loss, but it's not terribly bad. Звезды не очень We нужны. also have to do a different pattern on this snake here. Это не магическая цель, это магическая палка, которая выглядит как ее. Я не знаю, почему, не спрашивайте. Ну, игра такая. Нам нужно сердце. Пожалуйста, дропните сердце. Опять звезды бестолковые. Может быть, эти парни дропнут нам сердце? Usually you kill him on the way with a shooting star, but he takes 2. And you don't have the distance to do it. Yeah, you actually could do it, but it's like the inputs are so tight. I usually die trying, so it's not worth it. Итак, мы направляемся в гору к Хермиту. Okay, so this is Еще одна секция с лавой. Опасная музыка. This has what's called frappas, which are frog kappas. Эти парни, их зовут Капа... Капа... Свитчер? Капа... Каппы, короче. Те самые японские, изначально японские каппы, которые должны были быть. Сердце, но нам оно не очень помогает. Но мы возьмем
сердец и возьмем Start back, so we're good таймер. there. Обычно он не берет таймер. Но я так понимаю, он safety safe идет. Now this next room is interesting because of how to spawn these frappas. Yeah, it can spawn different ones, but only Да, certain нужно ones 6 хп. trigger the- 6 хп, и тогда мы можем пользоваться So you wanna магической get, палкой. you want to stay on that section or farther to the left and on the right. Yeah, Because you get the bad ones and you take 3 or 4 frappas to open it up. and this is the one we just got to kill. Напряженная that музыка. when the door opens. And Fulco actually came up. He's the new world record holder for this game, and he came up with a strat where he actually jumps between the blocks to get them to spawn a little bit quicker. But I haven't found a lot of luck with that. I'm probably just not doing it right. So, Ну, простите, так написано. Честное слово. Я переводил, что написано. all right, just waited a second to make sure the shots went straight. So, let's see if this guy will walk out of my way for me. It's Nope. unfortunate. That's too bad. К сожалению, рисунок у быка не очень нужный. Oh, Очень нужное нам сердце, очень вовремя. all right. Каппа. So there's a sequence of 9. Since we have a second, I'm going to show everybody something. Most people don't know about There you this. go. There's hearts. Yep. There's hearts there. It's kind of weird. It's the only block like that in the entire game. There's an invisible block on regular tiles. But there it is. There's hidden heart set there. And, So the casual way of doing that, you drill all around and then you... Что ж, мы закончили с этим подземельем And then you wonder и what's отправляемся going on, and then you go напрямик wrap around and Хермиту. push through, but Right. we already know that, so... Да you- ты the издалека, little rock скажет нам wraps around Хермит. in a square, and Он you даст get нам to the магический center, but you can't свиток. really- all you can do is see that И geyser's мы будем there. бежать как можно And obviously быстрее. it looks interesting, so you have to just figure it out by walking around and try to push the walls. Свиток мы получаем и Hopefully you бежим. find that one way to get through it, so. Who wants to cast the magic Беги, spell? беги, I vote спеши, Terrence. спеши. I also vote Terrence. I vote no. Мы устали, но добрались до Мираковой. И сейчас будет очень интересный спел. Spell, ready? Он запутался. Он просто нам говорит бибоп, бобоп, ома, ома, бобоп. И если вы будете говорить это I'm 6 trying или to go 10 fast. раз подряд, This то game's done quick after all. Бананя встанет с постели. Ура! I'm sorry for those who have Отлично, нам починили корабль, и мы наконец-то свалим с этого прекрасного острова. Давайте двигаться дальше. Эпизод номер 4. which you can actually do. You can actually look away at any text section because this game has buffering. Let's talk about buffering real quick, and then we can hand it off to the host. На горизонте нас ждет Really good opportunity. небольшой остров. Buffering. This game, you can buffer an action on whatever action you're doing currently. So as soon as I hit A for the text box, when the next text box starts popping up, I hold A again. And as soon as that is able to scroll off, it will. And that works. И тут мы поговорим только с одним человеком. My name is Jeff. И твой дядя недалеко. So this village, you only have to talk to one person, and he's gonna tell you that your buddy you Мы found такие, in окей, Ireland спасибо, Джефф. was looking for И you, мы he's двинемся on a дальше. raft, and we're gonna get eaten by a whale. Yes. So first we talked to dolphins, now we're gonna get eaten by a whale. Внимание, не And, библейский the сюжет. next, 7 minutes or so are kind of a lull. We're gonna find our way out of this whale. So if the host has some donations, this is a really good. Мы попали в кита. And I have plenty. I have 25. И мы снова встретили нашего друга Бабу. И он говорит, ты помнишь меня? Я должен был с тобой встретиться, и вот я тебя нашел. Но, к сожалению, я нашел тебя не там, где хотелось бы. Очень кита. Я знаю, что нам делать. Давай зажжем костер. Thanks, Ryan. Только я забыл где-то зажигалку. Она где-то здесь недалеко. И сейчас нас ждет 2 минуты данжа. Представьте реальный геймплей. Сколько здесь выходов и входов и проходов. Ну, нам читают донаты, потому что это... Здесь нечего, в принципе, рассказывать. Мы просто знаем путь и движемся. В правильном направлении. Thank you, Lawrence. Let's do kill the animals. Monster. The correct choice. Gotta go fast. We have $20 from Disco Jason, who says, StarTropics was the first game my dad got me. It taught me the importance of perseverance. Дядю зовут Стив, если что. Это американский дядя, а не ваш русский.
Дядя Богдан. Не-не-не. Money's choice Dядя says Стив. Tantalus is a cool Дядя guy Стив. with a great controller collection. Love you all. PS 747. So do I have to choose? Is that Ну что ж, у нас for me to теперь есть choose? зажигалка, и мы можем заставить кита чихнуть. Free for you to choose. I don't know what to donate to. You can do it afterwards. Yeah, we'll talk after. I haven't looked it up. I haven't done my research. Why does Chapter 4 exist? Someone Because it's the tell me. best chapter. It's got All the best games have you casually be eaten by a whale. it's the best music, obviously. Yeah, it's like they put the. Мои глаза, они There's not even a dungeon in слезятся. this chapter. It's like. There is not. So the Вот last как-то donation так они called зажгли 747, костер. and that's perfectly good timing for this. So at this point in the game, you get out of the whale, and И тут нам Dr. Бабу Bay's assistant, who you just rescued, скажет, he'll что tell он you to бросит dip курить. your uncle's letter in water, Отличная детская игра. which, if you were renting this game, you'd be like, Тебе "What нужно are you talking about?" взять тот свиток из бутылки и макнуть его в воду, и в нем окажется трехзначный код. Ребята, трехзначный код, не верьте экрану. Они неправильно написали You код. had to dip that Трехзначный letter код. in water to reveal the hidden code Все on знают, the piece of какой paper. And I still have трехзначный that код letter может to быть. this day. Всего один в мире такой существует. If you want to see it, the gaming historian did a really good Что ж, episode мы about направляемся and the letter and how this game came to be. в эпизод So this is 5. chapter 5. We still have a lot of downtime. We have to do some item gathering. And once we get to the bird, we'll probably start talking again. But if you have more donations, you can keep going. We have $150 from Anonymous. We have $17.30 from Daphne, who says, "Congratulations, Chadwelly, on your winning V time. That was an awesome race. Kudos to both runners." Итак, мы находим рыболова Frosty22, Крюка, "My first time и watching он games don't нас go by. обучит, как ловить рыбу. Итак, слушайте, Blown away by something incredibly встань fun. пораньше, откопай червячка, и тогда We у have тебя будет что поесть. $6.47 Ну, соответственно, и from Sven рыба, Craig, who says, если вы "You're running понимаете, о StarTropics, чем I я have to говорю. donate. Here's И он нам $50 дает червяка, from свежего червяка, который он только выкопал. Ну, отправляемся You know, теперь в if город. Chapter 4 didn't exist, this Chapter 5 would be the worst chapter ever. Yeah, it would be. Wait a minute now. I like chapter 5. I like its break of pace. Not the beginning part, obviously. I was gonna say you like that But you have to get I a like- bird to have you complete the game. Like an entire village can't help you, I but like a the dungeon. bird can. So if you've all ever played Phoenix Wright, you know that there's a case where Phoenix has to interview a bird to convict Von Karma, and we're gonna И у interview них the тут bird, какой-то британский отец. but the bird won't Он, talk оказывается, to us отец anymore, and острова. we just went ahead and Нам confirmed расскажет it просто великую секретную on the map. историю, как британский капитан воевал с местными пиратами в 1680 году. И за то, что он выиграл эту битву и спас остров, его назвали Батяней острова. Oh, yeah. Батя остров. Хорошо быть батей острова. So this village, you have to talk to everyone except the lady И in the red dress. So, and that she'll let you proceed. Батяня, он оставил You actually возможность now talk to the guy at the very front убрать of the big old заслонение в проходе. What is this one? What town is И this? секрет находится в его пещере, And talk to И нам нужно Sven, найти and it's still Питера, as well, but it's obviously slower. который поможет нам It was попасть в interesting пещеру that they named all of нашего them капитана. Coca-Cola 'cause it was American. They Yep, wanted to make that's sure that exactly we're- why. Вот и Питер. Coca-Cola. All right, so this is Он what говорит нам, я Питер, Питер, and if you read the screen, не башляешь, не базарим. И мы даем ему червяка. И он такой, о, подарок. there it is. Доброе утро, капитан. Say it out loud, but there it is. So, the loot bird И gives us подсказывает нам, these как actually добраться segment, like, куда the нужно. Musicians still use do, re, mi, fa, sol, la, Сюжет просто do. 10 из 10. I got some yes in the background. Стивов, I don't конечно know. же. I'm not a musician, so, or really, it's for singing, right? It's not for. Хорошо, что Питер — это всего лишь попугай. So again, this is another one of those cases where even if you knew the answer to the problem, you still couldn't solve it. So we have to play that on the piano in this building, in a life-size piano, and even if you knew what the code was, you still couldn't proceed without talking to the parrot and getting him to give you that code. So another
interesting piece of game design for the game, but it's unfortunate. Otherwise, we could just come right here and just punch it in and move on. А вот и Make the check капитанские 100%. колокольчики. Yes. Now, if you screw this up, you actually have to leave Yeah. the area and come back in. I did that on a PB once. Really? I messed it up, and I still got a PB. It was when I was in like the 107s or 108s or something. But, and I was like, all right, I'll just run again and get my PB again because I know I'm going to beat it, and I did. But it was, yeah, that's a silly one. If you mess up the keys, the game won't recount it until you start the room again. All right, so from the rest, this point on, С этого момента игра приобретает более, Chapter 5 dungeon and is the only dungeon in this как это chapter. сказать, экшоновый вид. That's okay. I sometimes get hit by that, and that's not. И нам всего лишь нужно 6 We just need to have 6 сердец. hearts. Сейчас мы That's all we're really соберем как focused раз, у нас on. будет 6. And if anything else hits me, I would have been at 5.5 anyway. So В принципе, it все. wouldn't have mattered. Перевод почти кончился. This dungeon's Остался very эпизод unique, 6. but Мы it's встретим more focused on дядю rather Стив. than, like, enemies or bosses and things. So it's dealing with your surroundings rather than Что наслаждайтесь This is very мувментом, much the Indiana Jones. движениями в игре. Yeah. Появляются какие-то шары, которые нужно катать. All right, that was I. Они реально больно that дамажат. ball Надеюсь, just мы 3 не times будем so that I дамажиться could одни. jump right off of that platform. So this is all about traps. They kind of give you, they don't really give you direction, and you just have to figure out your way. And this is actually how you solve it. You fall into the pit, and you walk up the stairs here. Those rats tell you where the actual pits are by not going on specific squares. And you know, I never thought about that. Yeah. I never thought that that's how you would figure it out. Yeah. But based on the way this game works, that makes perfect sense. Yeah. So this is Captain Bell's dungeon, and that's why Bell Cole is named after him. And his ship Нам is нужно blocked, by the way. пройти этот That's why данж we просто have to потому, do что его this. We have to корабль sink his ship. мешает нам проехать. And Нам нужно the потопить reason его we have корабль. to sink his ship is because Пройдя we can't submarine under. в Yes, and before I пещере mentioned that, you know, капитана we went Белла. underneath Капитана cliffs in the Колокольчика. submarine, so it's clearly capable of undersea travel. It's just we need to destroy I Captain mean, Bell's ship. I because guess we it's need shallow to. waters. That's all I can guess. But Не совсем how this понятно, ship как is, здесь I don't утонет корабль, но I'm not как-то gonna так. complain against video game logic here. So the Not Captain that Bell's part. dungeon is designed to be full of traps. Пока у нас очень хорошо получается. Good there. I hate Нам this очень one. важно не потерять наши 6 хп. You I love hate this room, that don't bat. you? I hate that bat is what I hate. I've jumped into the lake to avoid that bat. How'd that work out for you? Not very well. All right, this is your last chance to go for that Nope. green bowling I've ball. never to- even tried it. I don't even know how you do it. No villager strats. No, we don't have villager strats here. I'm not going to turn around. I'll just wait. Yeah, you can freeze the bowling balls by shooting them, and with the green one there, if you freeze it, I think it's like a frame perfect trick or close. I don't to think it. it's frame perfect, but it's close It's to close it. to it. Like if you freeze it at the right frame, you can move. Ой, past нас it не in a задамажило, second, but отлично. If you don't, that's a one-hit KO when you touch it. Нам нужно убить призрака, Bowling это самое balls, важное. yes, there's giant bowling balls in Captain Bell's ancient dungeon, and they instantly kill you if you touch them. Здесь мы просто за дамаж So here we're just бустимся. going to damage reduce these. It's not a big deal, even though I had 6 hearts. it's Нам, в still not- принципе, мы поднимем сердца чуть дальше, так We're что gonna do нормально. the easy strat here. All right, that actually came from behind, so that worked out better. I didn't have Нам to- повезло сейчас с рандомом, и пики вышли не там, где нужно. A lot of people jump in the beginning of that room to get the wait time down, but I jumped there. I don't. It's just the way I did it as a kid, so I never unlearned Yeah. it. Now, will those arrows knock you in the water, or you just take damage? You They just just take take damage, but now this bowling ball, I'm gonna fire one more Yeah, just to be safe. Yeah. As a marathon. Yeah, I agree. I can do, I've done it in 3 the last like 30 times, but you just want to be safe. Yep. So that one follows. Я так your понимаю, moves, единственная and so легальная you do have to stun возможность them with убить speed. этих магов, That's unfortunate. использовать Close. зеркало против них. All right, not a bad chapter 5. So we're gonna sink Captain Bell's ship, and it's gonna play God Save the Queen here. So if everyone in the audience would oblige, we're gonna have. a sing Давайте Captain Bell. почтим капитана Белла.
и подождем. Remove my, I Одну need to remove секунду. my hat anyway. Или сколько там? Минуту молчания возьмем. Вот так вот прям. So please. Давайте почтим Let's mourn капитана. Captain Bell. Respect. Блесс RNG, пожалуйста, в чатик. Отлично, отлично, мы Guys, справились. well done, well done, well done. You've done it. Wow, you've done it. We sunk the ship. Godspeed, Captain Bell, but we have an uncle to save, and we have to do it fast. Oh, note that it just saved. And note that it's about to just save again. Oh yeah. And this is all automatic here. He can't even. This is all automatic. Yeah, I wasn't controlling that. Отправляемся в 6-й эпизод. И мы в первый раз встретим нашего дядю. Этот мир реально огромен. Я вам скажу, я смотрел спидран, я такой думаю, жесть. Если это проходить казуально, то ну да, очень много времени займет. Огромный остров с маленькими островами, точнее, огромная территория с маленькими островками и тупиками, я так понимаю, бесконечно. Мы знаем, куда идти. They are spike squares. I don't know how many. There are a bunch of them, and they're annoying. Yeah, if you were just driving through here casually. Тот, кто прошел пещеру капитана, знает, куда идти. Be like, can you just shut up, please? No one needed to have you get the apple. I'm disappointed. Yeah, we can go to How Do You Do Kola, the best island in the game. Yeah, how do you do Kola? Yeah, that's right. Yeah, we skipped that one, which has the oldest people in the world living there. It's like 130, 150. No, it's more than that, isn't it? It's more than that. It's like 200, something like that. Yeah, it's like. And then there was also someone who said they were the second oldest person on all the islands in Chapter 5 at 128 years, but they were a liar. Yeah. Because the real oldest people were here, so maybe they just didn't know. We're not going to call them a liar just yet. All right, so this is unavoidable chatter, but if you walk straight up right here, to the left here, and then right back up here. Если мы проделаем правильный путь, то мы почти нигде не получим лишнего текста. Без пещеры капитана никак. Просто никак. Which again shows that Captain Bell's sacrifice was completely unnecessary. Or his ship was, not necessarily him. Yeah. Captain always goes down with his ship. So this is not, we don't actually count this as a dungeon despite it going into dungeon mode there. I guess it's just, you use it as a transition to get to this section or whatever. But yeah, this is the real 6-1, and this is. Сейчас начнется одна из самых сложных подземелий. Очень много мест, где будет неприятный рандом, а также сам босс очень неприятно рандомный. Мы наберем нужное количество сердец и пойдем. Нужно уничтожить розовых мумий. Sometimes that last pink mummy will go down rather than back to the left, and you gotta chase after him, and then. Я бы никогда в жизни не играл в эту игру. И никогда бы, в принципе, и не узнал о ней. Неинтересно такого вида игры. Fine, we know what it is. 3, all right. Okay. That's about average, I think. All right, do a strat. This is the most technical room in the room, so I'm going to focus here. 1, 2, 1, 2. Да, из-за дамажа у нас очень плохо. Мы сейчас потеряли очень много урона и потеряем много времени. Ну, а вот и хп. Сложная стратегия, но ладно. Игра, да, действительно неплохая. Просто она не моего времени, так сказать. Моя первая приставка была Сегой, поэтому... Для меня это слишком пиксельно.
Это было хорошо. Excellent. Можно похлопать. Alright. He makes a cry between В этой игре blocks, есть мануал. Yeah. when he's gonna drop, and then getting him one cycle is very rare, but that's what you need if you want to get a good run. Yeah. So I'm really bad at that. That's why it's prevented me from coming back to this game. Ну, Is that в принципе, boss. игра все равно задумывалась как большая бродилка. Представьте, 90-й год, You can usually get the one cycle, делать but you нечего. can never get him to drop down soon enough for it to actually make a difference. Так что and да. that, you can't take damage there either because then Yeah. you lose the shooting star and it takes way more than twice. Да, as long мануал, to kill кстати, him. обязателен. He, Без мануала не you can only проходит. hit him at short range. So another dark room. They just make you solve it this way. It's kind of strange. Another item. You Нам have нужно to поднять do здесь is бейсбольные these мячи. balls. Они очень They're сильные, actually они нам called очень нужны. four-side to- which brings up another point. In the re-release on the Virtual Console and the NES Classic Edition, they actually called the yo-yo the Island Star. So that's a new strat there, That's a new Darkwing. strat, yeah. Новая They actually called стратегия, the очень Island Star интересно. instead of the Island Yo-Yo. I guess because Yo-Yo is trademarked in Canada, and they didn't want to re-release the game for Canada only, so they just. Thanks, Canada. All right, a little bit of a safe movement there. All right, so we're gonna hit. These guys all take 3 hits. So what we're gonna do is we're gonna hit them twice with our cleats, which attack everybody in the room, and then we're gonna try to kill as many of them as we can without having to use the shoe again. Это было хорошо. Progress through the room, and that was really good. Вот этот ботинок — это реально свежая страта. This boss. Сейчас нам So нужно you просто have to hit the закидать horse hides, but you have to anticipate и when ему he's в gonna рот open his мечей. mouth to get the shots in, and when he opens his mouth, he always shoots as well. So we're gonna try to get him off cycle. So I'm just gonna move. Окей. Это было не очень, но I'll take пойдем. it 'cause I didn't Yeah. take damage. You do have to be careful with that because the only way you can damage him is with the horse hide. So Есть видео, как тебя забанят. Yeah, that's actually the lowest Debated. horse head count I've ever had. I've never had 6 before. Вау, ну ты That's fun. справился. We made it through with full health. That's really good because the next dungeon is easier, but it's unforgiving. So if you Balls and make it balls. hard, it's gonna be really painful to get back up. Да, красиво, красиво. Ну что ж, мы встретим дядю. С нами он, конечно, поздоровается. Но прежде мы найдем непонятный камень, насколько я помню. Да? Да, непонятный камень. С 3 дырками. It's a bowling ball. All right, so there's 3 things there. We don't know what they are yet. Дядя нам расскажет фантастическую историю о том, как его So this is похитили another thing инопланетяне. it's easy to explore and then does not reward you for it. You actually have to walk to the Но right. я, наверное, не буду Walk читать forward, это, like in most просто every потому dungeon, что you're actually gonna get turned around захотите, back. сами найдете перевод. And, if you walk to Его the right нет, on кстати. one of the Даже rooms текст there, дам you'll понятно. get in that alcove on the right, on the left side of that room. Я не буду спойлерить историю до конца. So this dungeon Ха-ха-ха. is very consistent. Сюрикены. Осторожно. What a wonderful weapon. Yeah, this is a twin shuriken. I don't really know what it's called. Asterix. It's called Это the даже не Asterisk. сюрикен, да, Yeah. какой-то астрикс. Ну, я не знаю, что Well, значит you астрикс. can split it after it shoots, and it shoots in 2 different directions, and it's as Очень powerful as your сильная shooting star, so it's способность. really helpful. We're gonna use it right here. That was my least favorite room in the entire game. So those things that they look like Если the bubbles что, in этот Zelda, камень they был are the bubbles in Zelda. боулинг, Those are exactly шар the для same thing. боулинга, для особо умных. Yeah, That's so long. they make it so you can't fire any weapon, not just your sword or your main weapon. And it's longer. It lasts longer than the Zelda bubble. Okay, so this is the Claydol sub-boss. And, Это спиннеры! contact damage is Точно! high, so, but to kill him fast, you have to be right next to him, so that's how we handle that. He actually technically does 11 hearts of damage when he touches you, but you only have 11 hearts, so you could have more than that. It's gonna be close. Alright, good. Alright, and these are the Сюрикены rockets. больше не в моде. Really Никто даже не good. пускает сюрикены в чатик. Nearly as bad, but Но спиннеры? Use my strat. That's nice. Смайла спиннеров просто еще не звезды. Now
now is like. Для того, чтобы узнать ammo рекорд, нужно нажать for this? восклицательный No, знак it shouldn't be. W. It just needs А. to have 10 by the И мы very end. узнаете мировой рекорд. I was just hoping I got lucky there. Just hoping the other one didn't spawn. Alright, good patterns there. So far no damage. It's really good. Музыка, кстати, за час, я уже смотрю второй раз, получается, за 2 часа, мне не надоело. Очень приятная динамика в музыке, я думаю. И правильная громкость, так сказать. Нам сделали музыку, как будто это последний босс. Но на самом деле нас ждет еще один босс. Спиннерами его победим. Крути спиннер, выигрывай босса. Но, по-моему, это не босс. А, нет, это босс. Да, все правильно. Конец через 10 минут. Вау! Исправился! Yeah, I didn't take any damage. I'm actually impressed that I didn't take any damage. 6-2 is one of my favorite dungeons. It's really fun. It's really fun. While this game is very hard, it's very fun the whole way through. There's never a point in this run where it's like, oh, I'm past the hard part, the rest is, cake. That's never the case. Not any point in time in this run, from start to finish. Посетите обязательно наше сообщество ВКонтакте, узнаете больше о спиданах, о нас, о Golden Split. А вот и наш дядя. Вы замерли в безмолвии. Дядя, я так рад тебя видеть. Где-то я видел, как начинается видео с таким же контекстом. Ну что ж, он рассказывает нам сложную историю и просит нас собрать 3 куба, если вы захотите узнать подробнее. Сделайте это сами. Your uncle found a secret alien race, and they've been kidnapped by another alien race, and you have to go save them. And you're like, yeah, I'm good on that. Итак, наш дядя послал нас на корабль инопланетян, чтобы забрать 3 магических куба. О да, дядя, пацан с йо-йо. 15 лет, 12 by the way. The game goes right into the alien mode, and this is the most random dungeon in the game. Yeah, but we get the best music. We're gonna try to do this without any trouble. We'll see. Haven't died so far, but don't want to jinx myself here. Кстати, музыка здесь изменена, я не слышал ее еще. So the game gives you 8 hearts, and you have 3 by start, so you've got 11 to work with. And there's what we call the bottleneck, which is a bunch of robots are in one area, and you have to try and get around them. And unfortunately, there's not much you can do. If you try to kill them all, it'll take way too much time. So it's better off to try and get around them. Важно, чтобы нам выпал хороший рисунок, и мы прошли мимо всех. Shots do less damage than the body, but so that's your pro. Ooh, good. Okay. Nice. All right, that was good. That was really good. So let's just hope this boss cooperates. This boss won't KO you from contact damage, thankfully, but... Эта игра вряд ли знает, что такое авторские права, потому что это игра 90-го года. Прикольный босс. Непонятно с кем. Мы стреляем лазерным пистолетом. АЕ. You want to fight them vertically because you can hit them and they won't hit you, but he didn't get a very good pattern there. О, ты справился! All in all, I didn't die there, which happened twice the last time this game was run, and that was by the world record holder at the time, so who's still far better than I am at this game. So it just tells you how random that dungeon can be. This music seems familiar to me. Yeah, just a bit. We might find out later, though. О, еще один куб. Well, it's not going to last very long right now. Yeah, this is nothing. This is Yeah. very Или это первый куб? Yeah, but not long.
And, Вы the почувствовали cube's really странную important as we силу. close in. That's sort of like the whole И point. теперь ваше Yeah, оружие so the превратилось three holes in the rock в we saw earlier, that's the three cubes. We just супернову! found one of them, and the first one gives us a power up to give us the supernova weapon, which is full screen blast, and it's more powerful. There you go. There it Ну, is. теперь мы не ограничены хп хотя бы. And it's just overall a very effective weapon, but we will use the ray gun that we found in the last chapter a little bit more frequently. That's all right. It's not a big deal. Нам нужен пистолет, потому что он стреляет быстрее, We can shoot more things но он from it. делает чуть-чуть меньше Does do урона. less damage. All right, I'll take it. Yeah, He walked out of my way. That doesn't hardly ever happen. Yeah, that's rare. Take that too. Ah, Нам везет. we're being very Это friendly. подземелье к нам очень дружелюбно. They know we're closing in on the end, so we want to see the all-star version of Panelist. Нам очень везет. Really good there. Really, really good. This room coming up here is one of my favorites. All right. Удача или неудача? Are we gonna get lucky? Ready? Одного из 4. I Что ж got you плохо. one. Wow. I could have got them, but they're both on top of me. It's fun to get all four. It's very satisfying. Yeah, I've only ever gotten all four one И у него time. получился этот трюк всего один раз, когда он посчитал до There was 4 one time всех I could have уничтожил. got it, but I didn't have a supernova. All right, we're gonna go ahead and grab this pill. This will overfill my health, and it'll slowly. Мы drain my приняли health таблетку. down. That's okay. And I'm gonna need Нам it нужно for this много robot room хп. because this robot room coming up next makes or breaks this chapter for you on a split. So there's an electric fence. Также он тот же. Oh my goodness. Нам везет на электрический барьер. All right, Ну, that's ничего good. страшного. That's all right. I'll take it. Yeah, that's not too bad. I was able to get those guys down. Yeah. Нам тут это не очень хорошо, но в целом нормально. Fun Someone boss use the here. spread gun. Вот и босс. Мы каким-то в него лазер большим шоком стреляем. Он быстро уничтожается. Это была хорошая драка. Pretty good one. Yeah, that actually wasn't. That Yeah. wasn't. I've been struggling with that boss for some reason. I'm not sure why, but. Oh no, Oh, that was that's- bad. All Мы right. потратили нужное нам хп, к сожалению, сейчас. The goal here is you want to come out of this dungeon with as full. Последнему боссу желательно дойти с максимальным хп. You For notice that reasons he we'll did- get into soon. У once we нас see the, одного не хватает, в целом нормально, я думаю. You can get hit once by the shot there and still make the sinking block, but if you get it twice, you can't make it. So we're gonna try to do a strategy. Попробуем quick kill. Получится ли? I might make it. I was a little too slow. I fired the shots too early. Мы не получили никакого урона, это очень Damage, хорошо. so that's fine. Yeah, it's a good. We're in okay shape here. Yeah, what you're trying to do there is trying to get him to fall into the pit early. I think you can knock him out with damage, but I think it's like 50,000 points of damage. Wow. Something ludicrous. Ты справился. It is possible. I only know one person that did it, and I was surprised that it was possible. So is Yeah. this supposed to be my end of the bargain here Yes, it that I is. was brought onto the couch for because of what happened a couple years ago? Yes. We got to wait to the start again, okay? Because Yep. what we got here, this part of the game, we У have. нас очень amazing. долго, Maze like always. как называется, Over очень долгий лабиринт. always. О, Over the снова long поем. maze like always. Sing it, Over Nightwing. the long maze like always. They're just too long. They're just filler to make the game longer. Очень длинная пещера. Always. Can't think of a second verse now. Очень длинная подземелье. Always. И она удлиняет игру. И так длинная игра, и так слишком длинная. Me singing now, we've got a little bit I'm more trying, to believe go. me. Going to get more magic cubes. Going to get more magic cubes. Now I can stop this madness now. Whew. Сейчас бы сказать, что Супер Монки Бол не очень. Не Please хлопайте, don't это было clap for ужасно. that. I don't deserve that. He's like, if you clap for it, they'll have me do it again. Yeah, I know. So yeah, that part of the game, they just put you through a maze that serves no purpose because you can't die in the maze. You just get lost and get frustrated. Is the
That's the worst possible outcome. And that's where the song came from. It's just like, it was so boring to go through that in a speed run that it's just like, you make something up derisive toward it. All right, glad I so didn't sing a pointless whale song earlier. heading into the final chapter and dungeon, it is pretty much just a dungeon. And the first boss is right off the bat. By the way, Кстати, нам восстановили хп, но у нас осталось все равно 3. And, Yeah, so that was pointless too to have that long fill up. Yeah. and we're gonna encounter the final boss of this game. His name's Zoda. He's gonna talk to us before we get into the dungeon, and then we're gonna take our shot at him here. And basically, the way this boss works, the first boss is he has a chance to either show his face. Я, кстати, не переводил or he этот tries текст, to не знаю. attack you with his hand, and you can't attack his hand, but you can attack his face. You need 4 shots on the face to get him, and if the hands show up, you have to wait. So it's completely RNG on how fast we can take this boss out. 3 hands. I'm guessing 3 hands. I'm gonna say 4. That's the average. All right, there's 1. I had 10 earlier. So Считаем руки. 1, 2. Curse my optimism. And he only takes 1 damage per head show, so you only need. Всего он его может Yeah, задамажить you один could- раз. You could continue shooting his head and do more hits on him, but it doesn't actually count for any more damage. Это 4 руки. So there's 4 hands. Рекорд 18, 17, I had 18 рук. 17 in a run once. I think my ice is 13. Отличный босс. Mine О, is нам 16. повезло. I think Zodastone had a 18 at one Он не пустил рук. I played this game like 270 times. And that's 4 руки. what I got. 4 hands. И он выиграл. Still 4 hands though. 4 hands. Это очень хорошо. So that was 4 руки pretty всего. good. 4 hands is about the average. Это еще не But it's конец. not over yet. Yeah. So if I stuck around there in that room a little longer, I'd see that Zoda transformed into his true form, but we don't have time to stick around and see that, so we're just gonna keep moving. I forgot he did that. I Yeah, haven't right? seen that in so long. And what we have to do now is we actually Нам have to сейчас blow up хорошо было бы Yeah, взорвать you gotta take out the core. летающий корабль инопланетян. And the core sub boss. Это было близко. Oh my goodness! Wow. That was scary. Okay, well, I just wanted to point out that it's funny that all of the islands and everything were called Cola, and then that guy's boss name was Zoda. Yeah. all right. So this is the core of the spaceship. Okay, good. Центральный двигатель. Хороший Almost the рисунок. same pattern you got Well, I didn't earlier cycle. that I saw in your One practice. cycle. And he gave it to you. That's nice. That's nice. Yeah, I had to jump forward to make sure he didn't shoot me, Yeah. but it was good. During that fight, you can have a 3rd star come out, so you have to be aware of that. Also, that Yes. robot that's running around can kind of get in your way. All right, Здесь может possibility случиться of a glitch глич. happening here. We'll see by the time he gets. Не получилось. We're not gonna no, get it. okay, he's not gonna get it. No. So Zoda had not spit out 2 of the spawn. For some reason, if you kill him, you get over to him and you kill him before that, it'll warp straight to the credits rather than like actually finishing out the rest of the game. And so for that reason, we have to Догонялки какие-то. we have to end time on the final hit of Zoda. So that's coming up soon. Yeah, so time will come up as soon as I'll call it, but. Нам нужно, чтобы он нас ни разу не коснулся, потому что это смерть. Кончина. It's also interesting that if you kill him, but he's still Если there, he still has an active вовремя. box. Если он коснется нас в то время, как Если мы сейчас прыгнем в него, то мы умрем. Вот сейчас уже нормально. Ну, он еще и сердце оставил. Красава. So there is the reason we call time there is because, like they said, there is a chance that it could just trigger the credits. If he doesn't spawn his minions, it could trigger the credits there. So we actually call Ну, time right это же here. инопланетный двигатель. Ну что ты, инженер. I'll play it It's while not you've very done long. it here, and then So the interesting thing about this time, you can see. Do you see? Вау! it? Daniel? Ты справился! 107. Вот чем хороши старые Oh, игры. it's not bad Они at тебя all. подбадривают. 12. Он That's говорит, pretty That good. вау, was my молодец! SDA time Ты супер! in, Ты 2000 восхитительный! and Ты самый лучший! 2011. Что делает That was the same игра time, Dark Souls? so, doing that in a Смерть. marathon run is, quite Кончина. impressive. Ты Yeah, кончился. that's, Пацан, не пробуй, ты кончился. Time, I think. So that's really good. Не лезь в Massive лед. 12, not perfect, but all things considered, that went really well. And, Ну что ж, на этом кончился StarTropics. Thank you all for joining. Do I have Кто-то time for хочет shout-outs? сделать Can I say- шатаут? can I do a quick Будет ли у shout-out? нас шатаут?
Really quick. So shout outs to my wife for letting me come here, and she's at home with the kids. Thank you. And shout out to VG Bootcamp, the team that I've been working for Smash, and shout outs to my couch. Thank you guys. And И это all the был StarTropics StarTropics. Да, это in был general, shout outs to StarTropics. everybody who covers StarTropics. And Спасибо once you Деликатесу за то, что hit me up, проспидранил channels anywhere. комментирование. It's my stuff, so you can find me pretty easily. Вот. So thank you all. Также у Деликатеса есть свой канал twitch.tv/деликатес. Ой, извиняюсь. Деликатес, да. Сейчас, одну секундочку, скину его. И еще раз ему спасибо, он к нам еще вернется. Не помню, правда, на какой честной игре, потому что у меня уже все Следующая игра The Legend of Zelda. А, да, он вернется к нам на Twilight Princess, точно я забыл. Twilight Princess, я. Вот. Так что на этом мы с ним прощаемся, а дальше мы двигаемся к Kirby блоку, мини-Kirby блоку, там будет всего 2 игры. The Humble Bundle. The Humble monthly subscribers get over $100 worth of games for only $12 every month and get to keep the games just like a regular Humble Bundle. The Humble Trove is a new collection of Humble originals and other DRM free games, and it's only available to Humble monthly subscribers. The Humble Store offers over 5,000 games, and Humble monthly subscribers get a 10% discount on store purchases. The Humble community has given over $98 million to charity so far. Humble bundles, Humble store purchases, and Humble monthly subscriptions all benefit charity. Humble monthly subscriptions and regular Humble bundles both make great gifts. Individual Steam keys from any bundle can also be gifted to a friend. Another one of our sponsors, Fangamer. Their website is www.fangamer.com. They have the official merch for Undertale, Hollow Knight, Hyper Light Drifter, and more great games. They have 2 Earthbound books that will not help you with your speedrunning at all, but they're amazing books anyway. They also have clothes, figurines, pins,